В этом выпуске Плющенко – главный шоумен российского фигурного катания. Елизавета Туктамышева рассказала об изучении четверного лупса и приоткрыла завесу олимпийских программ. А теперь обо всем по порядку. Сдаются коттеджи, недорого. Плющенко не щадят после возвращения Трусовой к Тутберидзе. Евгений не может тренировать даже лучших фигуристок, а у Этери сердце кита. Удивительное единодушие болельщиков. Евгению Плющенко пока не удалось стать успешным тренером, зато звание главного шоумена российского фигурного катания принадлежит ему по праву. По ходу сезона чемпион не скупился на широкие жесты, нещадно критиковал судей, воевал с конкурентами и устраивал яркие перформансы в Kiss and Cry. Все это принесло Евгению немало недоброжелателей, которые теперь даже не пытаются сдержать радости от его фиаско. После возвращения Александры Трусовой к Тутберидзе Плющенко не щадят, а Этери превозносят за умение прощать и доброе сердце. Удивительное единодушие болельщиков. Плющенко не может тренировать даже готовых фигуристов. Тренер Плющенко въехал в женское фигурное катание на белом коне. Уж не на том ли, который унес от него Сашу Трусову обратно в Хрустальный. Евгений забрал у Тутберидзе лучших фигуристок, развязал борьбу с системой и вознамерился создать лучшую школу в мире. Но что-то пошло не так. К концу сезона Трусова и Косторная, поумерив гордыню, собрали вещи из личных коттеджей и вернулись к прошлому тренеру. Возможно, не будь поведение Плющенко столь вызывающим и эпатажным, и реакция на его провал получилась бы менее радостной и безжалостной. Теперь же многие любители фигурного катания открыто иронизируют над фиаско Евгения, и с удовольствием упражняются в остроумии, злорадствуют над двукратным олимпийским чемпионом и недоумевают, как можно было не добиться успеха с лучшими фигуристками мира. Время показало, что Плющенко не может тренировать даже готовых фигуристов, все от него разбежались. С Плющенко у Саши не было бы шансов на Олимпиаду. А сейчас еще не все потеряно, я рад. Для Плющенко – окончательная фиаско. Похоже, тренер из Плющенко никакой. Даже с двумя топовыми фигуристками провалились. Плющенко, конечно, облажался, надо было самому растить. А он захотел мгновенной славы, но только добавил себе хейтеров. В голос просмеялся, двух топовых фигуристок угробить. Это просто мастерство какое-то тренерское. Сдаются коттеджи, недорого, каток рядом, тренирую в счет оплаты. В отличие от Косторной, Трусова после смены наставника осталась примерно на том же уровне и продолжала завоевывать медали крупных турниров. Саша нахваливала условия работы в «Ангелах» Плющенко и еще недавно говорила, что не собирается никуда уходить. Но, как оказалось, русскую ракету все-таки что-то не устраивало, и результатом этого недовольства стало возвращение к Тутберидзе. Фанаты одобряют выбор Трусовой, но и без злорадства не обошлось. Это правильное решение. Если бы Саша не ушла, она бы была на первом месте. Тутберидзе – лучший тренер. Саша просто потеряла время. Надеюсь, Саша поняла, что лучше рай в шалаше у хорошего тренера, чем ужас в коттедже у любителей быстрых денег. Саша все делает четко. Уходит и приходит строго в трансферное окно. Саша плюс Этери равно триумф. А Плющенко, он и в Африке Плющенко. Она будет третьей на Олимпиаде, как обычно, но с Тутберидзе хотя бы отберется. Этери Георгиевна, не отпускайте больше никого. Позитивную реакцию у подавляющего большинства болельщиков вызвало и решение Этери Тутберидзе принять бывшую ученицу обратно. Пользователи в восторге от благородства и милосердия Тутберидзе. Вообще болельщики проявляют редкое единодушие в данной ситуации. Они уверены, что так может поступить только человек с большим сердцем. Самое ценное качество Тутберидзе, даже весомее умение добиваться своего, умение прощать. Преклоняюсь перед этой женщиной. Девушкам очень повезло, что они сначала могут отказаться от Этери, а потом вернуться к ней. Надеюсь, на этот раз они начнут ценить такого тренера. Только вот призовых мест 3 Этери при всем желании всем не угодит. И я сильно сомневаюсь, что все смогут это достойно принять. Саша вернулась в семью. Спасибо вам, Этери Георгиевна, за ваше большое и доброе сердце.
Вы мама наших фигуристок. Этери Георгиевна – невероятная женщина и пример для многих. Она столько вынесла за последний год, с достоинством вышла из ситуации и победила. Семья в сборе. Этери Георгиевна, не отпускайте больше никого. Нельзя, чтобы вашими трудами пользовались всякие Плющенко и выдавали их за свои. А говорят, тут Беридзе жестокий человек. Да у нее сердце кита. Брать всех обратно после предательства, надо иметь большое сердце. Елизавета Туктамышева рассказала об изучении четверного лупса и приоткрыла завесу олимпийских программ. Карьера Елизаветы Туктамышевой похожа на синусоиду, сверхуспешные сезоны сменялись 10-ми местами на чемпионатах России. Впервые на взрослом уровне фигуристка выстрелила в 14 лет, выиграв 2 этапа Гран-при. Через 2 года случились победы на чемпионате России и бронза Европы. Еще через столько же триумф на всех главных международных стартах, включая чемпионат мира. После этого Елизавета долгое время приходила в себя, так ни разу и не отобравшись на Олимпийские игры. Но в 2018 году случился прорыв. Туктамышева восстановила корону и тройной аксель и больше не выпадала из претендентов на медали. Этот сезон принес спортсменке еще одну медаль чемпионата мира и, пожалуй, большую уверенность в себе. Как ты пришла к изучению четверного лупса? Я просто подумала, что это будет настолько круто, если я сделаю четверной лупс. Это будет несоизмеримая ни с чем победа над собой, если я выучу этот прыжок, переборю свои страхи. Эмоции, которые я получала при осознании, что могу выучить четверной лупс. Я решила попробовать. И на удочке это оказалось не так сложно и страшно. Пытаюсь сейчас перебороть себя и сделать четверной лупс уже без удочки. Уже перекручиваю, идет процесс над этим прыжком. Как только сделаю, это появится в соцсетях. Очень надеюсь и буду работать над этим. Ты хочешь сделать его просто так или вставить в программу? Пока для себя, это чисто моя цель. Про программы речи не идет. Опять же определенный челлендж в моей жизни, который я хочу побороть. Что сложнее для тебя, лупс или тулуп? Тулуп в принципе легче, чтобы его докрутить, потому что на нем есть больше инерции. А лупс считается одним из самых сложных тройных. И психологически ты настраиваешься, что это будет намного сложнее, чем тулуп. Он априори стоит дороже, и он самый сложный. Лупс я пока только 1-2 раза попробовала и не могу адекватно говорить об этом. Тулуп я уже прыгаю сезон точно, уже знаю, какие ощущения испытываю. В лупс я просто иду и не понимаю, что меня ждет. А если сравнить тулуп и сальхов? Тоже тулуп, потому что сальхов в принципе не мой коронный прыжок. Тулуп удобнее. Но когда я пробовала четверной сальхов летом, его было удобнее делать. Можно и сальхов выучить в принципе, но не знаю, где искать столько смелости. А у меня проблема только в смелости. Я недавно думала о том, что прыгаю всего тройные уже 15 лет. Видимо, мой организм уже настолько выработал свою систему, что если шаг влево, шаг вправо, то он не очень хорошо к этому относится. Есть ли планы по усложнению контента? Планируется, но что это будет, пока непонятно. Надо отдохнуть и прийти в форму летом, чтобы понимать предсезонное состояние, с каким контентом вообще выходить. Но нужно усложняться, конечно. Пока мы ставим программы и занимаемся четверным лупсем. Что насчет программ, что будешь катать в новом сезоне? Произвольная у меня практически есть. Просто могу сказать, что она мне безумно нравится, это будет что-то прямо мое. Как услышите музыку, там понятно все. А короткая? Мне настолько уже нравится выбор произвольной, что короткую, мне кажется, Алексей Николаевич Мишин лучше выберет. Когда он предложит варианты, я тогда уже буду думать, потому что хочется пока акцент сделать на произвольную. На короткую конкретных мыслей у меня нет.